Продолжаем делать аватары для витюбинга. И на очереди следующая девочка Дикона. По данной девочке я планирую сделать несколько видео, в каждом из которых будет добавляться что-то новое, что собственно говоря логично. Особенностью данного персонажа является то, что он сделан в Blender. Ты спросишь, что тут особенного, ведь многие делают персонажей в Blender. Соглашусь, но так не делают. И сразу несколько автопов. Если не хотите запускать Blender из Steam, и в то же время хотите, то ярлык можно подвязать к хоткею. Если у вас несколько мониторов и Blender открывается не на том, что вам нужен, то можно исправить это в параметрах запуска. Цифры подбираются методом тыка. Большая M нужна для максимизации окна. Если надоели спонсорские вставки на YouTube, поставьте спонсор-блок. С автопами все. Так как это моя первая работа в Blender, то я решил сделать обычного персонажа в своем обычном стиле, в данном случае девочку-дракона. Отличительные ингредиенты дракона – это рога, крылья и хвост, поэтому добавляем их в первую очередь. По концепту ступню хотелось сделать тоже драконьей, однако на этапе скульптинга это выглядело не очень. И тут встал выбор – делать драконьи ноги по самой ляхе, изгибая их буквой S, либо отказаться от этой затеи и сделать обычные. Я выбрал второй вариант, так как во втором видео я планирую сделать чулки, длину которых можно будет менять ползунком, а драконьи ноги будут хорошо смотреться в третьем видео, где я буду добавлять бронеливчик. Волосы самые простые, тут даже добавить нечего. Хотел сделать один длинный плащ, из которого бы торчала голова и ноги, однако это бы выглядело скучно на фоне челленджей, которые придумал, поэтому решил немного открыть тело, и пришлось добавлять еще и юбку. Одежда выглядела скучно, поэтому добавил еще ремней. Правда, ремни, которые ничего не держат, выглядят странно, поэтому на текстурировании пришлось заморочиться, чтобы обыграть этот момент. У витюберов-анимешников популярен бесплатный конструктор Viroid. Я увидел модельки в нем и прикинул, что их поликаунт довольно маленький, поэтому в качестве челленджа решил уложиться в тот же полигонаж. Сразу начал думать об оптимизациях и решил отказаться от рук и ушей, чтобы сэкономить 10-15%. Позже я решил посмотреть, какой же там поликаунт, и оказалось, что там больше 30 тысяч. Даже моя зарплата была меньше. Я оценивал в 15-20 тысяч. Подкрутив ползунки, можно получить желанный диапазон в 15-20 тысяч. С текстурами так не разобрался, по умолчанию там было чуть ли не 4К, поэтому себе я поставил ограничение в 2К. С учетом того, что у меня будет 3 текстуры, в сумме выходит примерно 4К. Хоть это и создание персонажа, в основном речь будет о Blender. Я уже давно поглядывал на Blender, но все как-то не решался заняться им, и вот руки наконец-то дошли. На момент начала изучения Blender я знал только то, что в нем можно все. Отсюда и второй челлендж – сделать все в Blender. Помимо этого, что в нем куча хоткеев, и что все начинают с пончика. Он что-то типа этапа крещения в обществе блендерастов. И так как я обременен здравым смыслом и логическим мышлением, то решил прикинуть, насколько данный курс будет мне полезен, не смотря его. Мне нужны инструменты моделирования, скульптинга, ритопологии, создания волос, развертки, запекания, текстурирования, риггинга. Сколько пунктов закрывает пончик? Скорее всего, ни одного, поэтому сразу дропнул этот курс. Я буду указывать, какие курсы или видео смотрел и на сколько процентов мне хватило информации при создании этого персонажа. В первую очередь я искал видео по скульптингу в Blender, и к моему удивлению в RU-сегменте таких видео немного, в основном полигональное моделирование. Однако мне попался курс от Knauer School по созданию енота. Там же были волосы и еще курс по моделированию. Курсы посмотрел залпом на ускорении за 2 дня, и пришло понимание основ Blender. Страшные хоткеи оказались не такими уж и страшными. Я разделил их на 3 категории. Первая категория – это неочевидные хоткеи, их нужно запоминать в первую очередь. Типа A для работы с маской. Вторая категория – это хоткеи из менюшек, типа Alt-Q для быстрого переключения между объектами во время скульптинга. А третья – это те хоткеи, которые всегда перед глазами, типа кистей, нет никакого смысла запоминать их. Из видео по моделированию взял где-то 99%. Мне не хватило информации по быстрому применению и дублированию модификаторов. Для этого нужно навести курсор на модификатор и нажать Ctrl-A или Shift-D. Моделированием занимался при создании ремней и хвоста, и частично волос и крыльев. Из видео по Рейнота я использовал где-то 90% информации при скульптинге. Мне не хватило некоторых команд, типа быстрого переключения между объектами и работы с масками. Можно нажать Ctrl-Shift и активируется масочное лассо. Для работы с маской, например, чтобы инвертировать или сгладить ее, можно нажать A.
А для создания объема по маске можно вызвать команду Extract из меню маск, которую я использовал при создании прилегающей к телу одежды. По волосам мне не хватило только информации о том, как конвертировать волосы в кривые. Вдобавок смотрел видео по созданию Зельды, для того чтобы получить общее представление о том, как люди работают в Blender. И еще пару видосиков тут, откуда позаимствовал Blockout. UV и последующие этапы я оставил, так как думал, что с ними проблем не будет. Наивно было так полагать. Позже узнал, что в Blender есть два функционала по созданию волос. Старый на системе частиц и новый на геонодах. Само собой был выбран второй вариант. В видео все подробно рассказано, но мне не хватило информации о конвертации волос в кривые. По UV нашел только одно полезное видео. В остальных популярных видео делают какую-то бредятину. И я начал замечать, что по Blender много видео, но действительно хороших очень мало. В основном либо азы, либо вода. По запеканию не помню, что смотрел. Да и это не важно, это простой этап. Потом встал вопрос, как же сделать текстуру волос. Мне попалось видео, в котором использовался платный аддон Hair Tool. И у этого аддона есть возможность генерировать текстуру волос. Поначалу я поставил себе этот аддон, но потом у меня сыграла совесть, ведь это похоже на читерство, поэтому было решено отказаться от этой затеи. Я нашел видео, в котором средствами Blender создается текстура волос. Целиком видео мне не подошло, но какие-то части позаимствовал. По текстурированию видео никаких не смотрел, так как надеялся, что знаний Substance Painter и Unreal Engine хватит. По риггингу нашел очень крутое видео, где простыми словами объясняются сложные вещи, еще и разбавляют юмором. Канал однозначно советую в планах посмотреть и остальные видео. Также в планах есть курс по избушке. На этом с видео все. Мне хотелось начать с минимальными знаниями. Первое, что бросилось в глаза, это то, какое же удобное управление в Blender. Я вообще не думал, что 3D инструмент может быть таким удобным, особенно вспоминая ZBrush. Скульптинг начался хорошо, и я привык к управлению и хаткеем и начал лепить голову. С шеей возникла проблема, так как забыл про скейл-объекты и не понимал, почему Remesh разбивает сетку на прямоугольнике. В определенный момент я решил отрезать часть головы с помощью Trim, чтобы соединить оставшуюся часть головы с шеей, и открыл стабильную страточку, как можно крашнуть Blender, после чего этот инструмент я больше не использовал. Дальше мне нужно было немного повернуть шею, так как она находилась не под тем углом. Я решил исправить данную непростую ситуацию, благо в режиме скульптинга есть инструмент поворота. Выделив маской нужную область и установив точку вращения на границе маски, что, к слову говоря, очень удобно, повернул шею, но угол был слишком большой, поэтому я нажал заветную комбинацию Ctrl-Z и пивот упал. Поначалу я не придал этому должного значения, списав это на то, что Blender парень не молодой и всякое бывает. Даже забыл про этот случай. Однако позже я столкнулся с этим и на других этапах, но об этом позже. В ZBrush Blockout обычно пропускал, так как в нем неудобно работать с объектами на глобальном уровне, типа перемещения, вращения. В Blender с этим проблем нет, поэтому тут я делал Blockout. Спустя время у меня начал падать FPS при первом переходе в режим скульптинга. Слайд-шоу продолжался, как правило, от 30 секунд до 2 минут. Затем все оживало, поэтому при каждом открытии файла можно смело идти за чаем, как это было во времена XP. Поначалу я хотел сравнивать Blender с другими инструментами типа ZBrush, но потом передумал. И еще раз передумал. Поэтому давайте сделаем это с точки зрения новичка, который только хочет встать на этот болезненный путь. Как начать скульптить в Blender? Запустить Blender, выбрать пункт скульптинг. Готово. Как начать скульптить ZBrush? Сперва приобрести ZBrush и запустить его. Увидеть необычный интерфейс и не менее необычное управление. И понять, что трезвым сюда лучше не суваться. Попробовать что-то поскульптить, получить квадратики. ZBrush шустрее и стабильнее Blender, и за все время работы он у меня ни разу не крашился. В нем одни и те же задачи можно решать разными способами, в то время как Blender не имеет такого широкого спектра возможностей. Однако, чтобы начать работать в ZBrush, нужно потратить какое-то время. Скульптинг в Blender не вызвал у меня каких-то проблем, наоборот, было очень приятно работать в нем. Тут же под боком находятся инструменты полигонального моделирования, что очень удобно. Кистей может не так много, но мне хватило их. Делать такие простенькие модельки в Blender легко, но если цели выше, то стоит выбрать ZBrush. Первый этап создания персонажа безболезненный, так что никаких потерь от создания модели в ZBrush не будет, в отличие от какой-нибудь развертки, когда нужно экспортировать и импортировать модель. Про скульптинг в Blender больше сказать нечего. Обычный интуитивно понятный инструмент, никаких аддонов для работы ставить не надо. Открыл и работаешь.
В Blender нет полноценного рабочего пространства для ретопологии. Она выполняется средствами моделирования с привязкой к сетке, как в Maya. Я поставил два аддона. Первый F-Tool, который позволяет с помощью F вытягивать полигоны из уголков. Этим часто пользовался. Второй Bezier Faces, который позволяет инициировать процесс ретопологии. Также у него есть парочка полезных флажков и по сути все. В остальное время использовал стандартные инструменты моделирования, типа Extrude и Cut. В ZBrush можно указать эйджупы вокруг глаз, рта, шеи и так далее, после чего сделать ремеш и получить легкую сетку с учетом указанных лупов, что упрощает процесс ретопологии. В Blender таких фишек пока не видел. В процессе я столкнулся с некоторыми сложностями. Как-то карандашом рисовал шедевр, и чтобы не травмировать психику людей, решил его отменить, но отменялось все, кроме него. Далее я обнаружил, что симметрия работает как-то странно. Позицию вершины она меняет, а стоит как-либо изменить топологию, так она игнорит. Все оказалось очень просто. Нужно вызвать функцию Symmetrize. В программе, которая идет в упрощение, есть такое усложнение. Я не знаю, как работает данный функционал с моделями, в которых есть асимметричные детали, но предположу, что Asymmetrize становится Symmetrize. В целом, это не вызвало у меня каких-либо проблем, так как модель симметричная, но первые звоночки я уже почувствовал. По окончанию ретопологии нужно сделать небольшой офсет, чтобы low поле не прилегало вплотную к high поле для нормального запекания позже. UV – это отдельная песня, в основном матерная. Как я уже говорил ранее, видео по UV и далее не смотрел и с чистым незнанием пошел заниматься UV. Чего там сложного, подумал я. С легкостью сделал швы, снова встретив проблему с симметрией, после чего, как и ребенок, ищущий свой подарок под елкой, я искал заветный инструментарий по работе с UV, но он не был мной найден. Я сначала подумал, что это рофл и пошел на YouTube, но оказалось, что все это правда, и вопроса нет. Я смотрел однотипные видео, которые не содержат ни грамма полезной информации, и все же нашел видео, в котором узнал о двух аддонах, и сразу пошел их использовать. Первый UV Toolkit для работы с UV, второй UV Packmaster для упаковки. Чтобы понять мою боль, для начала нужно рассказать о том, что в Blender есть два режима при работе с UV. Первый обычный, когда отображаются все острова, а выделенные на модели полигоны подсвечиваются. Второй отображает только выделенные на модели полигоны. У меня он был записан как для дебилов. Позже я понял, что это для хардсерфейсеров. Они подгружают текстуру, подгоняют острова и им не мешают оверлапы. Но это не имеет значения. Важно лишь то, что для органического персонажа интересен режим, когда отображаются все острова. И тут возникает главная проблема. UV Toolkit не работает в режиме, когда отображаются все острова. Для его работы надо находиться в дебильном режиме. Для того, чтобы перейти из обычного режима в дебильный, сохраняя все острова в UV окне, надо выделить все острова и снять флажок. И данную процедуру приходилось проводить очень часто. Я заходил в Blender, видел эту картину и сразу же закрывал Blender. И тут я понял, что эти случайные челики из интернета, которые говорили, что в Blender можно все, нагло врали, они обманули меня. В конце этапа мой пукан горел так, что его тушили всем подъездом. Несмотря на это, развертка была закончена. С упаковкой проблем не возникло. Единственное, что при ротейшн работал не всегда правильно, но упаковщик мне понравился. Моя жизнь снова начала обретать краски. Это значит, что наступил следующий этап. На момент начала создания волос я не знал о новой системе волос и использовал старую, однако довольно быстро узнал о новой и сразу перешел на нее. Вообще есть три известных мне способа создания волос. Первый, старый, это создание волос на системе частиц. Второй, новый на геонодах с некоторым набором модификаторов. Третий, тоже новый на геонодах без каких-либо модификаторов. Теперь стоит вспомнить о персонаже и условиях челленджа, а именно, что нужно попасть в диапазон 15-20 тысяч треугольников. Персонаж использует 13 тысяч. Получается, что у меня остается примерно 5 тысяч. Одна плашка – это в среднем 50 треугольников. Немного математики и узнаем, что нужно всего лишь около 100 плашек. Напомню, что процесс создания волос состоит из кучи этапов. Нужно задать направляющие кривые, затем настроить заполняющие кривые, затем создать немного хаоса. И все это нужно еще как-то разграничить на регионы, затем уменьшить количество волос и конвертнуть в кривые. А ради 100 плашек заниматься такими извращениями я не захотел, а колхозить кривые вручную мне честь не позволяет. Поэтому я взял третий способ создания волос, добавил направляющие кривые, после чего забил на остальные этапы и сразу конвертнул их в обычные кривые. При создании направляющих кривых мне не хватило некоторых инструментов для работы с волосами, таких как были в Yeti, типа поворота по часовой стрелке и подобных.
Инструментарий Blender почти никак не использую Ctrl и Shift, хотя их можно было бы подвязать к маскированию и сглаживанию. Конвертнуть волосы напрямую в кривые не получается, поэтому сначала конвертну в Mesh, затем уже в кривую. Но на выходе получаются кривые с огромным количеством точек. С этим невозможно работать, поэтому с помощью аддона Simplify Curves Plus можно перестроить кривые, и они будут содержать 4-5 точек. Дальше уже дело за малым. Добавляем еще одну кривую, которая будет выступать в роли формы для плашек, и дорабатываем волосы стандартными инструментами. Единственная сложность, с которой я столкнулся, это каша в виде точек. Непонятно, какая точка чем управляет. В моем случае плашек было немного, так что не критично. В итоге получилось меньше 4000 треугольников. Волосы в Blender мне очень понравились. Затем начались мои попытки создания процедурной текстуры волос. Так как у меня уже был опыт работы с материалами в Unreal Engine, никаких видео я смотреть не стал, кроме этого, и каких-то серьезных проблем с созданием шейдера не испытал. Методом тыка подбирал ноды и заметил несколько неприятных особенностей в сравнении с Unreal Engine. Во-первых, поиск слишком жесткий. Например, если ввести плюс, то в Unreal Engine появятся ноды сложения, а Blender покажет фигу. Во-вторых, много однотипных нод. Например, есть 3 разных ноды Add. Непонятно, что мешает их объединить в одну, чтобы упростить. В-третьих, это уже скорее вкусовщина. Pin Color по умолчанию не разбит на RGB каналы. Однако есть Separate, который это делает. Что касается волос, я взял 2D шум и растянул, указав Scale Y0. Затем вторым шумом добавил немного искажения, после чего добавил немного градиента сверху и снизу. Все, функция готова. Тут это называется группой. Дальше ее копирую и складываю, подгоняя параметры. Чекер нужен для того, чтобы не выходить за границы 1/10. Затем посмотрел видео по запеканию, запек текстуру волос и без каких-либо проблем добавил ее в основной материал персонажа. Я справился с текстурой за часов 5, и мне показалось, что текстурировать в Blender очень легко, но это только показалось. Первым делом я решил запечь карты с High Poly, что логично. Сначала запек 2 карты Normal на 1/100 и 1/1000, после чего создал текстуру, по которой эти 2 нормалки должны смешиваться. Это делается для того, чтобы избавиться от артефактов, которые создает каждая из них. Следующая карта АО. Запекал ее своеобразно. Во-первых, я не хотел, чтобы плащ создавал затенение на теле, но тело должно было создавать затенение на плаще. Во-вторых, у меня не было хай-поли хвоста и крыльев, поэтому в этих частях АО запекал слоу-поли. Следующая карта, а это все, других карт нет. Вообще, если нужно больше карт, то можно использовать X-Normal. В любом случае, с этим можно как-то работать. Начал с того, что объединил только что запеченные карты и текстуру волос, полученную ранее. И тут же запек АО в Base Color. Сразу же столкнулся со следующей проблемой. Мне захотелось немного сгладить волосы, чтобы нормалка была не такой жесткой, но оказалось, что тут нет блюра. Поначалу я снова подумал, что это рофл, но потом вспомнил про UV и все встало на свои места. Далее отделил параметры для более гибкой настройки. Чтобы не создавать огромное количество текстур под маски, я использовал RGB каналы, то есть мои текстуры называются mask и затем 3 слова, каждая из которых соответствует своему каналу. В Blender есть инструмент маскирования в режиме рисования, но сходу он не завелся. На этом этапе я еще не различал цвета соплей. Белая – это черно-белая карта, желтый – это цветная карта, а фиолетовый – это вроде вектор. По сути, это тоже цветная карта. Все выходы и входы старался подписывать, чтобы блоки можно было рассматривать как черные ящики. Постепенно начал добавлять какие-то общие цвета и детали, а работать с масками оказалось очень даже удобно. Не хватает только инвертирования действия. Например, используя Add зажатым Ctrl, активировался бы Subtract. В определенный момент соплей стало много, и поэтому решил создать функцию, которая будет смешивать все цвета. Все было очень хорошо, кроме блюр, поэтому я решил заняться оптимизацией процесса. Создал блок с константами, чтобы можно было менять все параметры из одного места. Создал еще одну функцию, которая собирает маски, так как собирать их каждый раз вручную было запарно. Я заметил, что каждый новый параметр увеличивает радиус шарика, и в определенный момент это стало проблемой, ведь мои блоки стали состоять только из этих шариков. Попытавшись скрыть параметры, дабы сдуть один из них, я потерпел неудачу. После моей замечательной оптимизации шейдер стал рассчитываться гораздо дольше. Я стал замечать, как преобразилась моя работа после оптимизации. Во-первых, покраска начала лагать, даже с выключенными текстурами. Во-вторых, текстур стало немного больше, но я старался этого не замечать.
В-третьих, на старые текстуры нельзя было переключиться, а если и удавалось, то даже после изменения размера кисти перебрасывало на какую-нибудь другую. И хорошо, когда удавалось заметить это переключение, но зачастую я этого не замечал и рисовал не по той текстуре. Позже я начал понимать, где зарыта собака. Текстуры, которые находятся внутри группы, нельзя редактировать, либо они багуют при первой же возможности, поэтому их нужно доставать оттуда. Несмотря на то, что текстура одна, она будет продублирована в списке столько раз, сколько блоков с ней использовано. То есть каждый шарик создает с десяток дублей. Эти баги работали очень дружно, поэтому исправить их не представлялось возможным. На этот момент я занимаюсь текстурированием уже 20 часов и начал уставать. А то, что у меня сейчас есть, было стыдно показать даже соседскому коту. И так как продолжать было невозможно, я решил запечь что есть, после чего создать новый материал и со следующего дня заняться хэндпейнтом. Уж в новом материале все будет хорошо и красиво. Следующий день, на удивление, начался очень хорошо. Однако позже я все-таки запустил Blender. Сходу у меня перестала работать кнопка сглаживания. В ее график работы еще нужно попасть. Тут мне в голову пришла идея. Сделать окошко, в котором сразу буду видеть покраску в Cycles. Но оказалось, что это так не работает. Несмотря на то, что для рендера ничего не поменялось, он все равно начинает расчет заново. Что касается нот, то на данный момент у меня уже был бэкграунд, поэтому мой граф был прекрасен. Нарисовал губы, веки, румянец и добавил рельеф кожи. Тут я заметил маленькую деталь, и речь не о груди, а о том, какая на ней детализация шума. Моя 2К-текстура не способна выдать такую детализацию, следовательно, генераторы живут отдельной жизнью, даже если их подключить к UV. Что в принципе логично. Это небольшой вброс на будущее. Добавил светящиеся татуировки, чтобы хоть как-то разнообразить текстуры. Вслед за кнопкой сглаживания в Savantgarde отправился и Ctrl-Z. Помимо этого я стал замечать, что какие-то текстуры иногда откатываются, но на текущий момент пока не догадался сопоставить эти два факта, списав все на фиксиков. Кисти по умолчанию очень чувствительны и можно легко мазануть с другой стороны, чем я довольно часто пользовался, неумышленно. На этот случай тут есть механизм, который позволяет рисовать только по выделенным полигонам. Однако и тут не все так просто. Данный механизм работает только в 3D окне. Если в Blender баг багу друг, то генератор бампу враг. Из-за того, что генератор такой детализированный, то подключив 3-4 таких к нормалке, все начинает моментально лагать. Поэтому дальнейшее текстурирование делал уже с выключенной нормалкой, подключая ее только время от времени. Текстурирование шло, но порой я замечал, что текстуры иногда переключаются сами собой. Мне сразу вспомнился момент с группировками, что когда текстура лежит в группе, то ее не получается изменить и происходит переход на какую-то другую текстуру. Но дело в том, что у меня ни одна текстура не лежала в группе. Я нанял детектива в лице OBS, и виновник был найден. Причем он совершал свои злодеяния не только с текстурами, но и с настройками. Им оказался 29-летний Ctrl-Z. Он не отправился в Savantgarde, как мы все думали. Он живой. Что он там откатит, не знает даже Якубович. Он может откатить больше, он может вообще ничего не откатить. Он откатывает то, что ему хочется. И как в финале детектива, когда все карты уже раскрыты, я начал понимать, что основным моим врагом всегда был Ctrl-Z. Чего только стоит вспомнить трагическое падение Пивота во время скульпта. Хоть все это и завершилось хорошо, но текстурирование стояло на месте. Прошло уже 20 часов, а покрашена лишь половина, да и в целом все выглядит скучно. Добавлять новые детали – это всегда боль, ведь нужно подключить текстуру к Base Color, Roughness, Normal. Оставшиеся 10 часов текстурирования прошли в 2 раза быстрее предыдущих 20 часов. Мой красивый граф оставался таким же красивым. Процесс текстурирования подходил к концу, поэтому стал задумываться о выходных текстурах. Однако после запекания нормалки я увидел неприятный артефакт. Логично было предположить, что дело либо в scale, либо в нормалях. Но проблема оказалась куда проще. От этого ее было сложнее обнаружить. Проблема была решена, и тут у меня появилась очередная идея фикс. Всего я насчитал 3 текстуры – Normal, Base Color, Opacity, Emissive, Roughness, Metallic. Однако Emissive имеет 2 цвета – синий и желтый. А как запечь 2 цвета в одну черно-белую карту? Можно сжать значение в 2 раза и засунуть синий в левую, а желтый в правую часть относительно половины. Потом можно будет обратно разбить левую и правую части, после чего, домножив на 2, получить раздельные маски для синего и желтого с почти полным сохранением интенсивности свечения.
В теории это была шоколадка, а на практике оказалась какашка. При попытке взять левое значение появлялись артефакты от правой в виде обводки. Идея провалилась, но у меня была и вторая идея, где 3/4 UV пространства отдаю синему и 1/4 желтому. В таком случае будет потеря качества, но гарантия 100%. Так как в 4-м видео я планирую использовать эти ленты, то не стал городить костыли, а просто решил определять цвет свечения по маске. Несмотря на все, что было сказано, у текстурирования в Blender есть еще и минусы. Я умолчал об этом ранее, но это система сохранения текстур. Она запорола мне много текстур. Несмотря на то, что все текстуры находятся в файле Blender, их все равно нужно сохранять отдельной кнопкой. То есть, когда вы нажимаете Ctrl-S, текстуры не сохраняются. Однако, если вы захотите закрыть Blender, то он любезно предложит вам сохранить текстуры. Но после 4 часов работы вы можете забыть, нужны ли вам вообще эти текстуры. Помимо этого, нужно еще вспомнить, что это за текстуры, ведь названий никаких нет. Данная система по праву получает от меня коричневую медальку. 50 часов позади. Если проводить работу над ошибками, то моя главная ошибка текстурирования в Blender – это текстурирование в Blender. Сравнивать текстурирование в Substance Painter и Blender, как сравнивать RPG и палку-стрелялку. Можно было использовать не один материал, а несколько сразу. Тогда была бы возможность прорабатывать каждую деталь отдельно. Наконец-то начался сетап. Я вообще был рад чему угодно, лишь бы не текстурирование. Это как после долгой езды по деревенским тропам с пьяным батей вернуться на любимую городскую дорогу. Основной моей сложностью на данном этапе было непонимание костей, ведь в Maya были суставы. Я все еще не до конца понимаю, как устроены кости, однако можно ориентироваться по иерархии. Благодаря видео, о котором говорил ранее, скелет сделал где-то за 3 часа, с учетом исправления ориентации костей. Контролы делать не стал, так как изначально планировал делать их в движке. Анимации буду делать там же. Заметил, что кости нужно именно прощелкивать, а не выделять, чтобы изменить в них параметры. В целом, риг в Blender мне понравился, с ним очень легко работать. Скинить без мата, как есть бутерброд с колбасой, без колбасы. Но этот процесс здесь тоже очень прост. Несмотря на то, что я немного промазал с положением некоторых костей, скиннинг все равно встал хорошо. Нижнюю и заднюю части я вообще не трогал. Персонаж не будет особо двигаться, в основном стоять, немного деформируясь, потому делать качественно нет смысла. Время от времени меня радовал мой старый друг, но это было редко. Морфинг тоже удобный, однако со своими особенностями. Первым шейпом создается базовый шейп, а лишь потом нормальные. Появилась мысль о том, что он нужен для того, чтобы подправить модель, например, закрыть рот. Но все оказалось проще, он нужен для работы с базовой сеткой. Слой ничего не хранит и, соответственно, при удалении ничего не откатывает. Своеобразно, но ладно. Создание нового шейпа довольно простое. Создается новый шейп, выкручивается значение в единицу. И теперь в Sculpt или Edit моде вносятся какие-то изменения. Тут нет как таковой функции дублирования шейпа, тут есть запекание текущих активных шейпов. То есть для того, чтобы продублировать шейп, нужно выкрутить только его в единицу. Затем создать новый шейп на основе смешивания. Есть такой пункт. Создастся новый шейп, и его уже можно будет, например, отразить на другую сторону. Удобно запекать эмоции, которые состоят из нескольких шейпов. Раньше я создавал шейпы в ZBrush через слои в виде отдельных объектов, но возникала проблема непонимания того, как будет растягиваться текстура, ведь там все было в сермате, в Blender с этим проблем нет. Еще одной особенностью является то, что если шейп выключен, то это не значит, что он выключен. Я долго не понимал, почему у моего персонажа открыт рот в Edit моде, хотя все шейпы были выключены. Следующая ситуация у меня возникала не раз. Я наивно полагал, что если шейп выключен, то он защищен от записи, но все оказалось иначе. В определенный момент я потерял бдительность, и мой враг застал меня врасплох. Когда мне нужно было закрыть открытый рот, то Ctrl-Z перебросил меня на другой шейп, и я этого не заметил. В целом, морфинг в Blender приятный, но нужно держать ухо востро. Под конец решил подправить нормалки, и тут случилось это. В Steam вышла версия 4.0. Не надеялся, что текстурирование как-то изменится, но и подумать не мог, что оно может стать еще интересней. Теперь Ctrl-Z всегда сбрасывает кисть. Если создавать новый проект, то все нормально. Чтобы переключиться на другой слой, теперь нужно делать как минимум на один клик больше. По итогу получилась вот такая моделька, которая полностью сделана в Blender. В ней 17 тысяч треугольников, 3 текстуры по 2К каждая и 83 кости, 2 из которых это грудь, если кому-то это интересно. Тело как будто маслом намазали, но это все потому, что мне было сложно работать с Roughness. Цвета подобраны неудачно, так как закрытый глаз похож на фингал.
У меня набралось автосохранение на 120 гигабайт, поэтому high-poly модель лучше выгружать в Object. Возможно, перед началом проекта стоило лучше изучить Blender и его возможности, а не верить сказкам блогеров о том, что в нем можно все. Но мне хотелось как можно скорее испытать его. Прошло немного времени, поэтому итоги я буду подводить уже с горячим сердцем и холодной попой. На текущий момент у меня 170 часов Blender, поэтому можно уже делать какие-то выводы. В целом Blender оправдал мои ожидания, и мой стек инструментов изменился. Скульптинга в Blender мне хватило, и я не испытывал каких-то нехваток инструментов, а с учетом того, что планирую упростить свой стиль, скульптинга в Blender мне хватит с головой. Поэтому ZBrush с его необычным интерфейсом я откидываю. А ретопология здесь как и везде. С UV были проблемы, но они скорее связаны с неправильно выбранным аддоном и своеобразными требованиями с моей стороны. С волосами у Blender нет никаких проблем. Что касается текстурирования, то со скрипом в зубах я скажу, что текстурировать здесь реально. Однако есть много но. Процедурные материалы тут будет приятно делать. Handpaint 50/50, потому что инструменты иногда багуют. Projection будет чувствовать себя здесь хорошо, но я не мог его использовать, так как готовые текстуры – это внешние ресурсы, и по условиям челленджа нужно было делать текстуры самому. Если все же вам понравилось текстурирование в Blender, то советую прикупить вспомогательные аксессуары. В дальнейшем буду использовать уже Quixel Mixer. Сетап в Blender мне понравился, но пользоваться им в будущем не буду. Я планирую использовать Blender как дополнение к Unreal Engine, поэтому если что-то можно сделать в движке, то я буду делать это в движке. К тому же буду использовать Unreal Skeleton, поэтому в Blender останется только заскинить, ну и еще морфинг. В целом я могу полностью перейти на Blender, поэтому этим и займусь. Если сравнивать Blender с Maya или, прости господи, 3D Max, в которую я однажды наступил, то ничего тут сказать не могу. В Blender занимался теми вещами, которыми в Max и Maya обычно не занимался. И наоборот, так уж получилось. Смысл изучать Maya есть только если это обязательное требование в желаемой студии. В противном случае лучше сходить пиво попить. А потом можно и за ZBrush засесть. Blender идет в упрощение, однако некоторые его решения очень спорные. Со временем мои взгляды, наверное, изменятся. В общем, с Maya мы расстались, теперь у меня есть Blender. А пока что все. Пойду искать нормальные аддоны.